Привет! В этой статье мы поговорим про структуру вашего блога, выбор шаблона для блога и о полезных плагинах, которые могут вам пригодиться. Если что-то из этого списка для вас пока непонятно, не переживайте, все достаточно просто и я постараюсь объяснить простыми словами. Настройка WordPress очень проста и это сможет сделать каждый. Меня зовут Андрей и это канал Storn, где мы говорим о различных аспектах блогинга. Поехали! Как правило, ваш блог не может быть обо всем подряд. Он ограничен какой-то определенной, но достаточно обширной темой. Как только вы определитесь с темой, вам необходимо задуматься о категориях. Это кирпичики, из которых будет состоять ваша тема. В WordPress они называются рубрики. Именно так я их и буду называть дальше, чтобы не путаться. Итак, рубрики – это тематические разделы вашего блога. Рубрик может быть сколько угодно. Можно создать десятки и, наверное, даже сотни рубрик. Но не стоит сильно увлекаться. Сделайте несколько основных. Так, читателям вашего сайта будет проще ориентироваться в материалах. Стоит отметить, что рубрики могут быть вложены друг в друга, и из них можно построить целое дерево. Ну, или даже несколько. Например, у вас может быть раздел «Блог» со своими рубриками. А также может быть большой раздел «Наша продукция», где будут свои рубрики. Тем самым у вас уже образуются два дерева. Дальше вы можете продолжать делить это все на дополнительные маленькие рубрики, но я не советую делать очень большую вложенность, иначе действительно на сайте будет очень сложно ориентироваться. Да, и еще, например, можно сделать рубрику «Полезные советы», где материалы не будут относиться ни к блогу, ни к вашей продукции. Но давайте вернемся к разделению на рубрики и посмотрим на примере, как это все делается. Какие у вас могут быть рубрики, например, если вы ведете сайт про продвижение в Instagram. Давайте придумаем вместе. Итак, крутые тексты, обработка фотографий, видео в Instagram, инструменты продвижения, секретные техники и философия Instagram. Теперь давайте попробуем придумать рубрики для блога по кулинарии. Они могут быть такие: рецепты за 5 минут, блюда из рыбы, блюда из мяса, для веганов, полезное питание и все о продуктах. Как видите, это все несложно, и можете написать мне в комментариях свои варианты, как бы разделение на рубрики сделали вы. Полезный совет. Можно поискать в интернете блоги по вашей тематике и посмотреть, как они уже разделили на рубрики свои материалы. Сравните несколько из них, так вы найдете лучшее решение для себя. Стоит отметить, что рубрики в процессе ведения блога можно добавлять, удалять, изменять, так что не относитесь к этому слишком серьезно, всегда все можно поправить. Гораздо важнее определиться с примерными названиями и с самого начала раскладывать ваши статьи в соответствующие рубрики. Кстати, одна статья может относиться сразу к нескольким рубрикам. Это, если можно так сказать, фишка движка WordPress. Метки WordPress. Метки – это тоже способ группировки ваших постов. Каждый пост может содержать несколько тематических меток. Метки существуют параллельно с рубриками. Для понимания принципа работы меток лучше всего сравнить их с хэштегами в Instagram. Каждый автор в Instagram ведет свою страничку. Допустим, что это рубрики одного большого блога под названием Instagram. Каждый автор публикует под своим постом тематические хэштеги. И вы можете просматривать как публикации одного автора, то есть двигаться в пределах одной рубрики, так и осуществлять поиск по хэштегам. Тогда вам будут попадаться посты разных авторов, которые отмечены этим самым хэштегом. Именно так работают метки в WordPress. Давайте покажу, как все разделено у меня. Я только начал писать блог, поэтому, возможно, разделение у меня не самое лучшее, но с рубриками я определился сразу, а вот метки я добавляю по ходу написания постов, ввожу новые, если это необходимо. Настройка структуры вашего блога выглядит именно так. Это скриншот из моего реального блога. Слева в меню есть вкладка «Записи». В ней вы будете работать чаще всего. Как раз там находятся вкладки «Рубрики» и «Метки». Рубрики помогают вам сделать блог более структурированным, разложить материал по полочкам. Метки работают как хэштеги. Кстати, в моем блоге метки автоматически обозначены значком хэштега, и я это не делал вручную, это особенности шаблона. О шаблонах мы поговорим чуть позже. Хочу отметить одну вещь. Важно не путать логическую структуру вашего сайта и структуру меню.
Это абсолютно разные вещи. Настройка меню – это отдельный раздел, который находится во вкладке «Внешний вид». Сейчас об этом и поговорим. Ранее мы рассматривали логическую структуру вашего сайта. Сейчас более детально рассмотрим внешний вид и визуальное представление статей. За это отвечает шаблон сайта. Шаблоны настраиваются во вкладке меню «Внешний вид». Вот так выглядит эта вкладка на моем блоге. Как видите, я использую тему Reboot. Это платная, но очень хорошая качественная тема. Раньше я пользовался темой Astra, но решил от нее отказаться. Кстати, тема и шаблон WordPress – это одно и то же. В интернете можно встретить и первый, и второй вариант. Настройка темы осуществляется на отдельной вкладке, и там доступно огромное количество параметров. Но изначально при установке темы все эти параметры уже настроены по умолчанию, и ваш сайт точно будет работать. Настройка же необходима, например, для вставки вашего логотипа и изменения внешнего вида отображения статей. Вот так эта страничка настройки выглядит на моем блоге. Обратите внимание на меню слева. Некоторые разделы меню переносят вас сразу к настройкам, у других же есть подменю, то есть дополнительные категории. Например, в разделе «Модули» настраивается слайдер 12 параметров, содержимое 6 параметров, Lightbox 1 параметр, хлебные крошки 4 параметра, блок автора 6 параметров, контактная форма 1 параметр, социальные профили 14 параметров и еще много-много всего. Полной настройке WordPress можно посвятить отдельное часовое видео. Но стоит учесть, что у каждого шаблона есть одинаковые параметры, а есть свои специфические. Поэтому полную настройку шаблона можно разобрать только для конкретного определенного шаблона. Ну и также все зависит от предпочтений автора и целей блога. Прежде чем настраивать шаблон, его нужно выбрать из огромного количества уже готовых шаблонов. Они бывают платные и бесплатные. Стоит отметить, что обычно у платных шаблонов есть бесплатные аналоги с ограниченной функциональностью. Так что вы можете сначала установить бесплатную версию, как в магазине примерить платье, а уже потом решить, брать или не брать. А может быть, остановиться для начала просто на бесплатной версии, если ее функциональности вам достаточно. На что же стоит обращать внимание при выборе темы? Для начала определитесь с тематикой. В панели администратора WordPress доступно для загрузки и установки более 8000 шаблонов. Выбирайте для себя, что у вас будет: блог, магазин, новостной портал, портфолио или что-то другое. Также тут есть разделение по функциональности и меткам. У вас на выбор будет несколько подходящих шаблонов. Как выбрать лучший из них? Обязательно обратите внимание на качество шаблона и скорость его работы. Как же все это оценить? Для оценки качества шаблона необходимо проверить его на ошибки в коде HTML и CSS. Дело в том, что есть целый стандарт W3C, разработанный консорциумом всемирной паутины. Разработчикам рекомендуется следовать этим стандартам, чтобы их сайты отображались правильно на всех устройствах в любых браузерах. И чем больше будет ошибок в коде, тем хуже. В идеале ошибок быть не должно, но таких шаблонов я ни разу не встречал. Ссылку на официальный сайт консорциума для проверки сайтов я оставлю в описании. Также в интернете есть много ресурсов, которые помогают посмотреть дополнительные параметры вашего сайта. Количество страниц в поиске, скорость загрузки страниц, удобство мобильной и десктопной версии. Вы без труда сможете найти их в интернете, их огромное множество, и практически все они предоставляют плюс-минус одинаковую информацию. Кстати, скорость загрузки страниц вашего сайта тоже нужно проверять обязательно, ведь поисковые системы отдают предпочтение сайтам с быстрой загрузкой. Проверить скорость загрузки каждой страницы вашего сайта можно с помощью официального сервиса Google. Ссылку я также оставлю в описании. Сервис абсолютно бесплатный, пользуйтесь на здоровье. Спасибо, Google. Следующий раздел – это виджеты WordPress. Виджеты – это маленькие блоки, которые располагаются в разных частях вашего сайта. Где именно можно размещать виджеты, определяется шаблоном сайта. В виджетах размещается дополнительная информация, последние опубликованные статьи, последние комментарии, облако тегов, изображения, видео, произвольный код и многое другое. Также в виджете могут размещаться, например, рекламные баннеры. Виджеты помогают сделать ваш блог более удобным для пользователей. Функциональность виджетов очень обширна, и о них мы будем говорить подробно в отдельном видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное.
В моем шаблоне виджеты располагаются только в правой части сайтов, и другого места для виджетов нет. Но меня вполне устраивает то, как это сделано в моем шаблоне, в моей теме, и я практически не использую функциональность виджетов, потому что в моем случае в этом нет особой необходимости. А теперь давайте поговорим про меню. Меню используется для навигации по вашему сайту. Обычно меню может располагаться в верхней части сайта, справа или слева, а также в нижней части сайта. И это могут быть разные меню. Обычно в меню обязательно делают кнопки главной страницы и страницы контактов, а все остальное разделение на усмотрение автора. Например, для своего блога я создал дополнительную кнопочку меню «Блог» и «Моя техника». Кстати, не забывайте, что меню может иметь вложенную структуру. Именно так и сделано, например, в моем блоге. Ранее я уже говорил, что рубрики и меню – это абсолютно разные вещи. Как же они связаны? Дело в том, что пункты меню могут ссылаться на рубрики вашего сайта, и при нажатии этой кнопки в меню на экране отобразятся все статьи, относящиеся к конкретной рубрике вашего сайта. Давайте посмотрим, как это выглядит в настройках WordPress. Как видите, часть моих пунктов ссылается на рубрики, то есть при нажатии кнопки меню отобразятся все статьи соответствующей рубрики. Стоит заметить, что пункты меню и рубрики могут не совпадать по названию, а часть пунктов ссылается на страницы, и страницы – это отдельный тип контента. В WordPress есть записи и страницы. Записи – это тематические статьи или посты, которые включаются в рубрики и имеют метки. Страницы – это статический контент. Это информация об авторе, страница обратной связи. Например, в моем блоге это страничка «Моя техника». Она не относится ни к каким рубрикам и не имеет меток. Пункты меню могут ссылаться на записи, страницы, рубрики и произвольные ссылки. Зачем нужны произвольные ссылки? Допустим, у вас есть какой-нибудь полезный ресурс, и вы в своем блоге хотите сослаться на него. Можете сделать отдельную кнопку меню, и при ее нажатии пользователь будет попадать на ваш какой-нибудь полезный или интересный сторонний ресурс. Вид меню и его расположение меняется в настройках шаблона. На больших сайтах обычно есть несколько меню. В шапке сайта, боковое меню, меню в подвале. Но также в каждом конкретном шаблоне могут быть дополнительные места, например, всплывающее меню. Пару слов про редактор тем в WordPress. Это настройка для опытных пользователей. Тут можно править непосредственно код шаблона. Однако стоит иметь в виду, что у шаблонов периодически выходят обновления. И как только вы обновите шаблон, все ваши изменения пропадут и их придется вносить снова. Править код шаблона – это крайний случай. К нему стоит прибегать только если в шаблоне есть критические ошибки или вас категорически не устраивает реализация или функциональность. Когда может понадобиться правка шаблона? Допустим, вы хотите вставить на сайт счетчик для сбора статистики. У нормальных шаблонов это все предусмотрено в настройках. А если такая функциональность не реализована, то придется вставлять этот счетчик непосредственно в код шаблона. Но на самом деле практически для всех счетчиков есть специальные плагины. Об этом сейчас и поговорим. Плагины – это дополнения, расширяющие функциональность вашего блога на WordPress. Плагины есть для оптимизации изображений, для генерации коротких ссылок, для проверки текста, для дополнительной защиты блога от взлома и блокировки спама. Плагины есть практически под любые задачи, но не стоит устанавливать плагины для каждого бантика. Все-таки плагины – это дополнительные скрипты, которые должны выполняться, и они могут замедлять работу вашего сайта. Какие плагины устанавливать – решать только вам. В интернете уже есть огромное количество статей про все известные плагины, и вы без труда найдете любой плагин непосредственно для ваших задач. А если вам интересно, какие плагины установлены на моем блоге для настройки и оптимизации, то напишите мне об этом вопрос в комментариях, и я в ближайших своих видео сделаю обзор по всем плагинам и расскажу, как я их настраивал, почему я выбрал именно эти плагины и как они помогают мне сделать блог быстрым, эффективным и вообще классным.